Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Я вижу темпларку, и значит я не вижу никаких ограничений, чтобы ее собрать. Поэтому сегодня буду пытаться собирать темпларку, мою любимую. Вот у меня есть Марси, моя любимая, а тут будет темпларка, моя любимая. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, дня. Я надеюсь, вы уже прям моментально прожали лайк. А кто не оставил еще и комментарий, а кто еще не подписан, то уже самое время это сделать. Ну а кто может стать спонсором канала, то, соответственно, вообще милости прошу к нашему шалашу. Вот, все ссылки закреплены в описании. А, и на Телеграм подписываемся. Подписываемся, ребятки, не стесняемся, не стесняемся, я там не кусаюсь. Там есть чат комьюнити, короче, много чего интересного, сами зайдете, разберетесь. Понятно? Понятно. Я хочу сыграть на темпларке, потому что, ну, просто хочется на темпларке, знаете, душу отвести. Поэтому мне нужны будут нормальные предметы. Это минус броня, естественно, скорость атаки. И в 90% случаев мне нужен будет жетон отступника, который дает 50% урона по такой же синергии, либо классу. А так как мета Марси и все такое, то этот предмет самое то. И я, вот знаете, зуб давать не буду, потому что дорого, но 100% уверен, что здесь нарисуются эльфы через керри Марси, потом в перестройку гритеров. Вот запомните мои сейчас слова. Если инсеки нарисуются, то помянем их. Помянем, потому что темпларка на самом деле инсеков разрывает, будь здоров. Хотя, если так посмотреть, то тут на самом деле не очень хорошие реликвии под инсеков. Вот. Ну, в принципе, все. Ребят, если что, то я вчера выпустил гайд по инсектоидам, кому интересно. Там полностью все разобрал, все рассказал. И еще вот такой момент. Я решил уточнить у разработчиков напрямую, типа, там есть ответственный за отдел технической поддержки и все такое, короче. Решил уточнить, почему так криво работает шапка и камень Киры на героев не инсектоидов. Оказывается... Ой, хороший предмет. Нормально. Молнии мне нравится. Молнии плюс палка. Прям вообще то, что доктор прописал. Вообще по кайфу. Сейчас еще и БХ сделаю себе в 2 звезды. Надеюсь. Ну, короче. Посмотрим сейчас, как будет. Но с хорошим теперь керри у меня есть 2 предмета, которые обалденно смотрятся. Чилы на лустриктом становятся, я смотрю. Но мне это только в кассу. Так вот. Решил спросить у разрабов, типа, что за фигня? Почему так? Что они делают? Они, оказывается, выпустили аж в декабре какой-то патч. Я уже не помню, там с нерфом инсеков, помню точно. Выпустили патч. О, сразу сейчас в 20 монет выйду, сейчас продам его и его. Вот так вот, все, в 20 монет выхожу. Выхожу в отличную экономику, потому что мне нужно брать уровень. Потому что мы знаем мою удачу прекрасно. Моя удача это что-то с чем-то. Я, даже если выйду в 11, в 12, в 13 и в 15 уровень, то хрен там на одно место. Ну, короче, болт на 28 мне дадут, а не темпларку раннюю. Если темпларка ранее приходит, то это помянем. Так вот. Написал разрабам, типа, что за бред? Ну, почему так? Скинул скриншот, скинул короткий ролик. Я, кстати, скинул короткий ролик с предметами. Оказывается, этот баг уже где-то неделю, даже больше. И они разбираются с этой проблемой. Там, где предмет я взял один, а у меня попался другой предмет. Ну, короче, вы поняли тут. Так вот. Они написали, что они нерфанули инсеков, и теперь вот эти вот предметы, которые повышают ценность продажи фигуры, то есть шапка и камень Киры, работают только на фигуры инсектоидов. А если вы закинете мать насекомое, то она только в пул фигур инсектоидов появляется. Но вот эти вот предметы на повышенную ценность продажи не работают. Вот так вот, ребятки. На самом деле это приятный такой нерв этих инсеков, потому что они реально задолбали. Но теперь тебе по сути нужен всего лишь один предмет и один герой. И ты с 2 предметами будешь выигрывать. Да, стало сложнее на инсеках играть. Это 100%. Ай, не успел ракетки запустить. Обида. Успел бы запустить ракетки, у нас было бы ничья, кстати. Можно Горн будет поставить через раунд. Я сейчас посмотрю, вот следующий раунд я выиграю или нет. Если выиграю, то я продам каких-то героев, чтобы выйти в монетки. Но то, что тут 3 человека на лустрике играют, мне только это в кассу. Мне это нравится. Моя пачка, то есть мое лицо, примет все. Вот. На самом деле это приятный нерв инсеков, потому что они реально задолбали, в каждой игре были. А тут вот такой вот нюанс нарисовался. Прикол в том, что они об этом просто не сообщили. Это бред. Ну, разработчики, как видно, выпускают просто такие огромные патчи, что они даже забывают некоторые нюансы подметить. Особенно, как они забыли написать за то, что шапка теперь будет находиться во 2-м тире, а не в 1-м.
Так, по старту. Старт у меня шикарный старт. Мне нравится, мне нравится. Еще бы, конечно, сюда добавить агра в 2 звезды. И цены бы этому не было. И еще можно вот темпларочку пораньше. Вот вообще была бы песня. Прям песня-песня была бы. Я бы мог это яйцо использовать, но это яйцо я оставлю на темпларку. Я буду с этим яйцом сидеть до талого, пока ко мне не придет моя темпларка. Это убийца эльф легендарных, кто вдруг не знает. А, там, ого. Нормальные такие фигуры у чувачков. Хорош, хорош. Так, я Тинкера на первую линию поставлю, чтобы когда его задевали тычками, он ману регенил. Потому что сейчас, по сути, у меня только есть один предмет на манореген. И с этим предметом он довольно-таки долго будет регенить. Несмотря на то, что 50% увеличенный манореген от тычек, от получения урона и тому подобное. Ну, это все хрень. Ну, если, конечно, молнии будут часто прокать, тогда это не хрень будет. Вот как сейчас у меня пару раз молнии прокнули, все зачетно. Ракетки, конечно, очень плохо полетели сейчас. Хоть кого-то добьешь, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Одного героя хотя бы не добил, к сожалению. Я бы уже мог быть в 40 монет, но чего нет, того нет. Можно, конечно, попробовать на шаманах стартануть. Но что-то не очень хочется. Ну, что-то не очень хочется. Где мой огр? Ребятки, где мой огр? Есть Джакира, кстати, еще в игре. Возможно, у меня получится на драконах сыграть. Но я хочу именно на темпларке сыграть. Ну, если получится, то получится. По сути, 4 человека играют через лустрик. Что-то мышка у меня подлагивает. Интересно. С чего бы это вдруг она подлагивает? Ладно. Пум-пум-пум. Так. Какие я вот реликвии хочу, если так подумать. Ну, реликвия кабанчиков, как по мне, это полная дичь. Поэтому реликвию кабанчиков я не особо хочу. Рики, ой, хорошо. Ну, по убийцам сейчас хорошо пришло. Можно, конечно, взять сейчас уровень, поставить себе Рики. Да, наверное. Хотя, может... Ладно, Гритера продам, выйду уже в 5 уровень, поставлю себе Рики. Он на старте мало чего даст, но время чуть-чуть допотянет. Это в лете Рики решает прям люто. Но в начале не очень он так решает. Тут непонятная там сборка у чувака собирается. Хочу, кстати, рассказать вам историю. Я сделал такую дичь, от которого сейчас отвиснет челюсть. Я на улице оставил 80 литров воды. Это 4 баклажки по 20 литров. Как вы думаете, что с ними случилось? Догадки пишем в комментариях. Вкратце, я сейчас сижу и пальчик сосу, а не воду пью. Это жестко. Это питьевая очищенная вода. Вкусно. Короче, до нас домерзла, там такая льдина получилась. Неприятная. Ну, урок жизни номер 1. Поехали. Так. Я только продал этих БХ, и снова пришел БХ. Кстати, попробую его поставить. Может быть, монеточку получу с этого БХ. Да, конечно, я слишком сильно губу раскатываю. Но, может быть, все-таки получу монеточку. Хотелось бы, по крайней мере, получить. Там посмотрим, как оно дальше будет. У чувака уже 2 трента в 2 звезды, обалдеть. Нормально так он себе там 100 собрал. На секундочку. Там тролль-жрец в 3 звезды собрался. Я так понимаю, у меня сегодня будет скилловое лобби. И игра просто не будет. Но на самом деле это и хорошо, потому что я не особо люблю простые игры, в которых ты просто на одном дыхании выносишь в ноль. Мне нравятся вот потные игры, где тебе вроде бы идет, но тебе надо мозгами подумать о том, что какую тебе сборку поставить, какую расстановку поставить, и какие еще предметы тебе нужно выбрать. То есть вот такие вот игры я обожаю. А там, где чел на максимальном скилле себе... А что это за подгон такой царский? Вау. Сильно. Ну, такое мне нравится. Может, мне сейчас еще один БХ придет в 2 звезды. Я, кстати, предметы на дамаг перекину в него, потому что он должен с руки намного лучше наваливать. Есть шлем Аресса. Давайте возьмем его. Вот чисто посмотрим, насколько сегодня моя удача хороша. Я возьму 7 уровень, активирую шлем Аресса и сразу же на одном дыхании найду себе 2 темпларки. Вот так вот, с шансом 1% выпадения. Верим? Верим неистово. Там уже нашли антимага. Ну,
неприятно, конечно, потому что у меня все герои с маной, и, по сути, мне некому как бы выносить все вперед ногами. Воины собираются, судя по всему. Ну, кстати, это будет неприятно по воинам, но на самом деле, когда я себе найду темпларку, мне будет абсолютно плевать на этих воинов, особенно если еще и перчатка найду 5-го тира. Я всегда говорю и буду говорить, что для убийц, когда вы играете, самый лучший предмет — это перчатка 5-го тира. Она самая лучшая, самая сильная, поэтому перчатку 5-го тира вы берете обязательно, когда играете через убийц, и особенно если у вас есть темпларка, потому что темпларка имеет щит, то есть она может пожить, там, простить ошибки. То есть темпларка — это огонь, поэтому мы ее берем. И темпларку, и перчатку. А там уже можно, если предметы позволяют, то можно еще и взять рапиру с бессмертием. То есть если у вас, допустим, есть такие предметы, как перчатка, мьёльнир, бессмертие, рапира и БКБ, то забейте. С такими предметами невозможно будет жить. Никому причем. Ну а дальше там зависит 6-й предмет от того, чего вам надо. Даже БКБ иногда не нужно. Если, соответственно, нету этих, как их там, если нету контроля. Поэтому БКБ не всегда вам необходимо. Мне люди еще неплохо идут. Хотя не, мне эти люди не нужны. У меня вопрос. Где мой огр? Что-то типа огр сегодня будет или не будет? Так-то хочется. Не, ну тут стол, конечно, у чувака огромный. Ему бы еще и Марси сюда двухзвездочную, и там вообще его не остановить. Сильный. 8 винстрик. Силен, гад. Силен. Но будем надеяться и верить, то что мне темпларка придет хорошо. Есть еще здесь реликвия яиц, мастерская бума и двойные мобы. Вот двойные мобы, в принципе, я бы хотел в лейте, но все будет зависеть от того, сколько у меня будет хп. Двойных мобов я, в принципе, должен хорошо забрать. Не бей моего тинкера! Ой-ой-ой, вот это обида. Прикиньте, я только что мог у него забрать винстрик, если бы у меня тинкер выжил. Ну, если бы ДКБ, во рту бы росли грибы. Да. Чего не случилось, того не случилось. Ну и все. Ну и все, в принципе. Ну и все, в принципе. Блин, обидно, конечно. Было бы прикольно, если бы забрал у него инстрик. А, там уже антимаг 2 звезды нарисовался. Правда, чел без денег сидит полностью. Да. С реликвией яиц. Ну, на 6-м уровне найти себе антимагов 2 звезды, конечно, потратив на это все деньги. Есть от этого 100% импакт. Но посмотрим, что у него дальше будет. У него там есть реликвия яиц. И если он проявит максимальный скилл, то у него появится плюс антимаг 3-звездочный. Вот с антимагом 3 звезд можно уже будет намутить движа. Пока что у меня все хорошо. Я сейчас хочу вот на 15-м раунде, чтобы мне 100% упал жетон отступника. Как мы видим, там очень много людей играет через эльфов. Как минимум 2 уже точно играют через эльфов, поэтому жетон отступника здесь будет просто идеальным предметом. Тут, к сожалению, не вытащу раунд. Да. Ай, чуть-чуть не добил. Прикиньте. Чуть-чуть не добил. Опа. Там винстрик сбили. Ну, там антимаг 2 звезды. Конечно, он сбил винстрик. 2 Марси пришло. Может, это намек на то, что мне нужно сыграть на Марсе, а? Да не, я на Марсе сегодня не хочу играть. Я на следующий ролик, если что, Марсе запишу, если хотите, конечно. Поэтому давайте в комменты, если что, напишите, хотите вы увидеть Марси Керри или не хотите. А, кстати, поставлю еще одну Марси. Я думаю, так сборка будет у меня намного посильнее. Обожаю такие предметы в Марсе закидывать, которые у меня сейчас там есть. Еще бы тут Башер 1-го тира. Марси, на самом деле, это очень сильный герой. Я много раз показывал, как его раскрывать, и там чел уже себе Марси нашел на 1-м месте. Короче, там чел будет играть через Кири Марси, один будет играть через Кири Антимага. Но, скорее всего, будет играть еще и тоже через эльфов. Ну ладно. Оп, сюда эту прикормку. Сюда. Еще и баф людей так пришел хорошо. Ой-ой-ой. Так.
Как мы поступим? Как мы поступим? Так, ну, мне серьезно, Марси это не нужна. В Тинкера закину, сейчас предметы тут продам. Поставлю баф Горна. И вот так вот сделаю. Вообще эти предметы надо сейчас перекинуть в убийцу Горна. Тебе вот так вот ману. Все, я думаю, шикарно. У меня просто будет баф 3 убийц. Баф Горна. Баф гоблинов немного. Огр, конечно, падла. Подвел. Не пришел. Обидно. Обидно. Да. Силен, силен. Не спорю, силен. Тут, кстати, бы жетон наступника хорошо смотрелся сейчас против вот этого вот паренька. У него там Тинкер есть. Хотя, в принципе, и так норм заходит. Убийца Горн справился. Несмотря ни на что. Хорош. Блин, ну Скорпиончика, наверное, хочется взять. Чисто под синергию убийц. Ну, панда мне уже не нужна, слишком поздно она пришла. Можно, знаете, как попробовать? Сейчас, если я раунд выиграю, я этого Скорпиона продам. И возьму себе 8. Я вот так даже сделаю. Я заранее продам. Чтобы не париться. Ой, антимага там, конечно, хорошие предметы. Правда, 2 предмета, которые дают ману, они бесполезные под этого героя. Так, он держит его в правом нижнем углу, а, соответственно, он будет прыгать в правый нижний угол мой. Тут шаманы собираются. Интересно. Стан! Хорош. Не перевоплотились. Нет, 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 нет. Хорош. Все, только хитрец перевоплотился, но я думаю, мы же его заберем, надеюсь. Все ракетки, от всех ракеток он уклонился, потому что летал. Тоже меня этот бесит этот баг, когда они там используют, допустим, хитрец свою способность, он тупо 90% скиллов может заэвейдить. Леша это, конечно, классно. Обалденно. Но это не темпларка. И она мне не нужна, соответственно, этот леший. В мартретку сейчас предметы закинул, потому что она считается эльфом. И сейчас я хочу, на самом деле, рандомнуть один предмет. Может, хпшка упадет. Понял. Потому что мартретка, она сейчас у меня такая. Легко одета. Нет выживаемости, поэтому мне нужно одеть мартретку сейчас. Плюс 300 хп ей как бы не помешает. И сейчас она у меня эльф. Поэтому на 50% больше урона будет наносить по эльфам. В принципе, она имеет 50% уклонения от способности. А тут еще и гида с посохом 3-го тира. Неприятно. Но, по идее, должен спокойно забрать. Критуй, 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 малышка, критуй. Хорош. Хорош, хорош. Вдвойне хорош. Задушил. Мне надо просто как можно больше хп экономить. Больше хп сэкономлять, тем будет лучше для меня. Если бы, конечно, еще и ранее мартретка пришла в 2 звезды, вообще было бы прекрасно. Просто она была бы намного плотнее. И по урону было бы получше. Так, там будут полуорки. 4 бога плюс Кири и Гида. На первом месте будет собирать Кири Марси. Тут Хан уже нашелся. Сильно. Кстати, о птичках. У молодого горячего на антимаге в 2 звезды есть 4 яйца. Не дай бог ему сейчас упадет 2 антимага. У него будет самый ранний антимаг в 3 звезды. И вот с ранним антимагом будет жестко. Особенно если еще и предметы нормально упадут. Там просто забей. Чел медведя успел выкатить. Плохо. Нормально, забрал. Забрал раунд. Отлично. Вырвал победу. Зубами. Выгрыз. Пока более-менее хорошо. Еще и рыжий лис пришел. То есть у меня тут нарисуются ранние убийцы. Я, кстати, могу их поставить, да? Да, отлично. Так. БХ продаем. 6 убийц намного лучше, чем 3. Урона побольше. Вообще, на самом деле, мне нужно, наверное, богов заблокировать. Чтобы мне боги не приходили сейчас. Потому что мне кровь из носа необходима темпларка. А боги, как минимум, 2 фигуры уже есть в легендарном тире. Сейчас посмотрим, что мне за предмет упадет. Я хочу, чтобы либо мастерская бума, либо же рейд ночных зверей мне упал.
Кстати, если что, то обзор на глобальное обновление будет, когда его, соответственно, выпустят. Я пока не буду рандомить предмет, и я, в принципе, не буду сейчас спешить с реликвией, и дальше иду в уровень. Почему я так делаю? Смотрите, если сейчас я раунд выиграю, то я просто заюзаю хаотичный договор. Мне нужно будет 2 раунда тогда пережить. Ну и выиграть заодно, чтобы получить предмет 3-го тира. Плюс это будут бабки. Не, ну чел там на зверях нормально. А, это не на зверях. Это шаман находит. Интересно, интересно. Так вот, если выиграю следующий раунд, активирую хаотичный договор. Выиграю еще 2 раунда, у меня будет 10 раундов. Ну, не 10, а раундов 6-7. У меня будет хорошая экономика, куча денег будет. В общем, должна жизнь быть лакшери. Прикиньте, ему один антимаг нужен. Вот это я понимаю. Это будет, походу, ранний антимаг. Чел проявит максимальную скиллуху на 7 уровне. Не дай бог ему сейчас придет антимаг. Просто ранний 3-звездочный антимаг — это печально. Тут вообще непонятная сборка какая-то. Что-то жиденькое и непонятное. Назовем это так. Так, ну сейчас посмотрим, что мне упадет на этом раунде. Квапа! О, хорош! Вот это я понимаю, царский подгон. Так, короче, сейчас берем хаотичный договор, потому что шлему АРС остался всего лишь 1 раунд. Я не вижу смысла терпеть еще 1 раунд. Можно прямо сейчас активировать, получается, хаотичный договор и не париться. Все, у меня сейчас будет хорошая экономика. Выиграю еще вдобавок 2 раунда, то там вообще забей. Жизнь будет мед. Не найди себе антимага, пожалуйста, не найди. Я тебе просто вот обнял, приподнял. Не найди себе антимага раннего. С ним будут огромные проблемы. У меня нету пока что даже керри, который будет с тобой бороться. Меч пойдет, плюс урон. Пока что пойдет, потому что мне этот урон нужен. Горный вождь 2 звезды? На 8 уровне? Силен, вопросов не имею тебе. Без шлема Ареса, без ничего. Ну да, без шлема Ареса, без ничего. Нормально, нормально. Вопросов не имею. Ладно. Ладно. Что ж. Может, Тинкера уже продать? Я думаю, да, продать и взять уровень себе. Не знаю, на 9 ролится, либо же ролится на 10. На 10 у меня шансы, то, что выпадет темпларка, намного выше будет. Но я опасаюсь того, что я тупо не успею. Я за тобой слежу. Да, надо богов заблокировать сейчас будет. 10 монет стоит. Сейчас на следующем раунде заблокирую себе богов. И все. И будем жить, не тужить. Полуорки. Ля, что с полуорками происходит? Просто гоняется за вайпером. Просто за ним, туда-сюда, в погоню. Хорош. Ну, кстати, даже Мартредка в 1 звезду с хорошими предметами нормально так наваливает. Я, кстати, могу сейчас 9 убийжи поставить, да? Так, ладно, блокирую, короче, богов, чтобы они мне не мешали. Так, получается, бэмс-бэмс, 9 убийц. Все, поехали. 9 убийц, это хорошо. Это отлично. Горн я пока продавать не буду, он мне пригодится в дальнейшем, так как по-любому ж эльфы останутся. И это потянет время. 2 эльфа собралось. Интересно. Шесть шаманов через волшебников. Угу. Да, в принципе, у меня Рики пусть тут и стоит. Там в любом случае солнечный шаман имеет блинк. Как бы бессмысленно что-либо делать.
Насколько же ему фартанет, если сейчас к нему придет один антимаг? Ему очень фартанет. Заберу! Заберу! Это мое. Это все мне. Это все мне. Все мое. Все мое. Все мое. Все мое. Хорош. Вот вам и жетон отступника во всей красе, ребятки. Еще и квапа пришла. Ну, блин, я не хочу в квапу кидать яйцо. Ну, это слишком дорогое вложение. Яйцо нужно держать 100% для темпларки. Я знаю свою удачу. Даже если мне придет темпларка, не факт, что придет вторая темпларка. И вот не факт, что я просто так ее соберу в 2 звезды на одном дыхании. Нет, я скорее всего не соберу, чем соберу. 25 раунд, 7 уровень. Чел нашел себе там этого антимага в 3 звезды. Вопросов не имею. Находи еще себе посох 3-го тира. И все. И забей. Это очень жестко. Но мне нужен обезоруж какой-то. Без обезоружа будет туго. Опа. Обезоруж. Сюда. Хорош. Не, обезоруж это топ. Безоружь топ, потому что у антимага, насколько я помню, урон выше, чем у бревна 3-го тира. То есть у Трентухи. По-любому выше. Плюс там еще и Марси собирается, и для Марси обезоружь подойдет. В общем, обезоружь топ-тема. Предметы я сейчас ролить не хочу. У меня слишком хорошие предметы, чтобы их рольнуть. Нужно тупо идти в уровень. Там чел, конечно, себе собирает сейчас жрецов. А медальоны я не найду. Угу. Это плохо. 36 монет 10 уровня. Ну, потерпим немножечко. Не буду спешить. Но вот на самом деле обезоружь хорошо будет и против Марси, и против антимага, потому что антимага урон высокий. Ему прилетит обезоружь в табло, и он 6 секунд будет отдыхать. Не, ну, конечно, может быть ультра скилловым найдет себе БКБ, либо же мифриловый доспех, как и Марси, и всего, и тогда забейте. Чем контрить, непонятно. Ну ладно. Марси здорово. Ой, у Марси хорошие предметы, кстати. Ладно. Не, жетон отступник это, конечно, вечно в убийцах. Ой-ой-ой, какая же это имба. Просто на 50% больше урона в табло прописать. Это ж, ну, это сильно, это очень сильно. У меня мартретка имеет 120 урона, и она просто критует по 1000 в табло. Сильно? Сильно. Ну, кстати, медальончик. Так, что мне отдать, получается, героям другим? Я надеюсь, конечно, этот чел вылетит со жрецами. Поэтому, блин, ну как мне не хочется хпшку давать? Это целых 300 хп от мартретки отнимать. Ой-ой-ой. Я сейчас свои губы сгрызу, потому что нервничаю. Тупо нервничаю немножечко. О, Марси в 3 звезды. Прикол в том, что у него сейчас Марси в 3 звезды. И даже если он Трента себе соберет в 3 звезды, все равно в Марсе будет прилетать обезоружь, потому что у чувака дезолятор, и у него урона выше будет, чем у Трента. Ну, хорошие предметы у этого антимага. Но на самом деле он... Ну, ему надо было 100% найти посох 3-го тира. Без посоха 3-го тира у него не будет такого огромного урона. Не, все равно будет. В любом случае. Каждая тычка будет использоваться ульта антимага. Ну, как бы все понятно. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, тут меня чел вынес. Ну, мне уже керри не хватает, понимаете? У меня уже мартретка не живет. 800 хп это слезы. У меня до мартретка хотя бы в 2 звезды. И какие вот героев я вообще планирую собирать? Ну, Квапа это естественно, потому что Квапа это контроль плюс чистый урон, это раз. Во-вторых, мне нужен будет Рыжий Лис. Я, кстати, выйду сейчас из инкама и поставлю себе Горн. Может и паролиться. Давайте попробуем паролиться. Ну, была не была. Так. Убийца Горн сюда, это тоже контроль. Стяжечка, как-никак.
Рики собираем, Рики пригодится. Это Silence, Омник здорово, плюс 5 монет. Омника я, кстати, пока что оставлю. Оставлю, потому что мне, возможно, Горн не пригодится. Лучше бы это, конечно, Темпларка мне так приходила. Но спасибо на этом. Ну, я не знаю, нужен мне будет этот Омник или не нужен. Ну, короче, сама суть в том, что Омник может мне пригодиться. Если там чел поставит себе гритеров, то Омник меня спасет. Он будет накидывать свой скилл раз в 8 секунд, еще сколько-то там. Ну, короче, в зависимости от уровня. И будет меня спасать тем самым. Ну, вот видите, урона сейчас тупо не хватает. Ну ничего, я сейчас найду темпларку и станет попроще. Вот этот вот темный лорд, он мне ничего не может сделать. Ну, не сможет сделать. У него много магического сопротивления, правда, зачем? Непонятно. Там же просто нет такого магического урона. Ну, хозяин-барин. Джакира, спасибо, ты мне не нужен. Вертолет. Тебе вертолет мне не нужен. Что-то мышка лагает еще. О, да! Да-д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 а. Жрец вылетел, отлично, иди отсюда. Меч первого тира сюда, плюс урончик, мне пригодится. Все, пожалуйста, мне нужна темпларка в 2 звезды. И все, жизнь удалась. Я сейчас на следующем раунде буду, наверное, роль предмета, потому что есть мастерская бума. Так вот сейчас предметы поперекидываю. В принципе, и все. Ну, а блинк я закину в квапу. Ну, по приколу чисто, потому что на следующем раунде я буду это все ролить. Так, здорово, зверь. Помнишь, ты меня там выносил? А теперь смотри, что сейчас с тобой будет. Смотри, смотри, смотри. Темпларка это тебе не шуточки. Темпларка это тебе, ну, извини меня. Это гроза на районе. Все, пока. Пока, зверь. Все. Рад был повидаться. Пожалуйста. Все держим сейчас за меня кулачки. Все. Все держим за меня сейчас кулачки. То, что мне не придет темпларка. Только приходит темпларка, я буду всех разрывать. Башер 4-го тира. Вот это вот вообще неприятно. Потому что если прилетит в мою темпларку, это будет печалька. Ну ладно, сейчас посмотрим. Я пока что, знаете, самые худшие сценарии в своей голове прокручиваю. Но на самом деле, типа, Башер этот может ультра зарешать. Все-таки 5 секунд баша с окном в 2 секунды. То он меня в вечном башере будет держать. При этом он еще и будет свою ультуху юзать на мою темпларку. Но надо сделать это все так красиво, чтобы этот антимаг был под героев без мана, во-первых. И во-вторых, юзал свой башер не в темпларку. Но если найду, в принципе, себе мифриловый доспех, либо же щит 5-го тира, то я смогу его законтрить. Но просто из 5-го тира есть предметы намного важнее для меня сейчас. Бессмертие там. О, двойные мобы, сюда. Так, ну что, ролим предметы. Я хотел мастерскую бума, но упали двойные мобы. Двойные мобы мне больше нравятся. Так. Хотя минус броню можно одну. Хотя вот так вот сделаю. Так, молнии берем. Это скорость атаки, это хорошо. Это 100% будет полезно, потому что ты будешь бить, тебя будут бить, и молнии будут срабатывать. Плюс это огромная скорость атаки, чего темпларке зачастую не хватает. Этим предметом я компенсирую все. Так, сюда усиление. Пожалуйста, ну дай мне. Может продать Омника, ну его в баню, а? И просто поролиться по-человечески. Кстати, мне показалось, что 3 эльфа. По итогу 2 эльфа. Да, хорошо, что жетон отступника упал. Это лучший предмет сейчас. Так, не тот предмет беру, вот этот предмет. И Квапа сейчас против антимага будет бить, если что, физическим уроном. Оп, обезоружив в Марсе. Здорово! Бэмс, бэмс. Ой, какой урон по эльфам. Ой-ой-ой, как приятно смотреть на это. Бэмс. Давай. Бэмс. Бэмс. Ну, тычка. Тычка. Хорош. 1200 сюда. Хорошо. Мне не нужна Квапа.
Есть! I am your cloak, and be careful what you say and do. Дезолятор, кстати. Дезолятор берем. У меня пока что нет перчатки 5-го тира, поэтому дезолятор мы берем. 100% берем. Хорошо, что у них нет никакого контроля, там, обезоружия, хикса и тому подобное. Боже, как же меня это душило. Но в идеале, конечно, на этом, скажите, я вам скажу, на 35-м раунде получить себе БКБ, МКБ, Арчит. 3 предмета, которые прям вообще топово высмотрелись. Ну, короче, нет смысла сейчас какие-то предметы закидывать на дамаг других персонажей, потому что они никому не подходят. Бэмс. Бэмс. Просто 2000 урона. Бэмс. 3300 урона. 3300 крита просто по антимагу. Какая красота, божечки. Хорошо. Чел на темном лорде, конечно, там живет. Был бы у него посох 3-го тира, было бы получше. Но, кстати, знаете... А, у него есть посох 3-го тира. Что-то я тупанул. Короче, прикол в том, что я этого темного лорда сейчас разорву. Вообще без шансов. И этот темный лорд мне урона вообще не будет наносить из-за того, что у меня щит темпларки будет работать. Но на самом деле, когда он себе сделает сейчас посох с 20 стаками, то он может наносить урон. То есть он щит темпларки будет сбивать. Но достаточно мне просто найти шарбезный и забейте. Там вообще без шансов будет. Тут, кстати, он гритеров поставил, чел на Марсе. Поможет ли это ему? Барабанная дробь. Поможет ли? Я уверен, что не поможет. Так, двойные мобы есть у шаманчика. Шамана сейчас должен разрывать тоже, без шансов. Вот, кстати, шаманчик. Здорово. Чё, как оно? Бэмс! Минус 2 шамана сразу. Бэмс! Минус толпа народа еще. Опс. Упс. Минус 23. Так. Хана берем. Пригодится на будущее. Пригодится на будущее нам. Почему? Потому что я его соберу в 2, может быть, в 3 звезды. Кстати, хочу... Нужно ли мне МКБ? Ну, вообще, в идеале бы да. Потому что есть эльф. Ты БКБ там... Ну, я... Может... Я думаю, предмет 5-го тира надо. Надо. Боже, перчаточка 5-го тира. Сюда. Вот это я понимаю подгон. Сейчас у них нет никакого контроля. Для меня это вообще топовость. Хана на автопокупку ставим, погнали. Антимаг, здорово, как дела? Обезоружь в табло и отдыхаем. Отдыхаем, говорю, отдыхаем. А теперь бэм! Просто 3... Как же приятно смотреть на эти цифры. Вот так вот, ребят. Жетон отступника — это слишком сильный предмет, поэтому если есть возможность, берем этот предмет. Тут, кстати, тип на темном лорде, по-моему, пережил шамана, да? Да, прикиньте, он его пережил. Хорош. Но на самом деле его антимаг спокойно фармит. Я его вообще в легкую фармлю, поэтому мне как-то абсолютно фиолетово. Сейчас бы я на самом деле хотел получить себе МКБ, БКБ, либо Арчит. Вот 3 предмета, которые мне нужны из 4-го тира. Ну, и чтобы этот темный лорд меня вообще не дамажил, я бы с удовольствием получил бы шарбезное. БКБ и мифриловый доспех тоже неплохо будет смотреться, если там будет много контроля. Там хекс, может быть, кто-то найдет, может, что-то еще найдут. Сейчас посмотрим. Спешить не буду с выбором предметов. Сейчас посмотрим сначала, что мне упадет. Боже, рейд ночных зверей — это, конечно, такая имба в лейт-стадии, особенно если доживаете. Миллион предметов получаете, но это работает в обе стороны. И за вас, и против вас, а еще и шарбезный у меня получился. Вообще кайф. Мог бы взять это кольцо, но оно мне не надо. Оно не надо мне по той лишь причине, что... ну а зачем оно мне? Вот если объективно честно говорить, зачем оно мне? Беру, если что, спел призм. Потому что по 2 целям будет прилетать обезоружение. Хотя на самом деле зачем мне этот спел призм? Вообще рольнуть надо все, как по мне.
Ну, минус броня мне не надо, хотя можно вот это вот лучше убрать. Вот так вот сделаю. Минус броню я оставлю, я закину в другого героя, чтобы у него просто было побольше урона. Рапиру не хочу брать, слишком рискованно. Слишком рискованно. Я ее в любой момент могу вдруг чего пролюбить, хотя с рапиркой было бы урона, дай боже. Я хотел немножко другой себе предмет, конечно. Там криты 5-го тира. Бессмертие. Вот такие предметы бы я хотел. Но чего нет, того нет. Так, Темный Лорд. До свидания. Рад был с вами познакомиться. Всего хорошего. Я же говорил, что его разорву просто. Там еще и Кирас работает, которая дает минус броню. Плюс еще и... О, сколько предметов накинулось. Так, а что мы ищем? Что мы ищем? Боже, какой трэш. Упало то, что мне вообще не надо. Жалко, конечно. Я бессмертия хотел. Либо криты. Было бы намного профитнее. Но, кстати, он гритеров поставил, да? Помогут ли ему гритеры? Думаю, нет. Да не, я 100% уверен, что ему гритеры сейчас не помогут. Сейчас самое главное не провтыкать расстановку, чтобы его антимаг не прыгнул под мою темпларку. А, он убрал блинк. Хорош, хорош, чел. Чел, хорош. Смотри, прикольчик. Бэмс. Сейчас башер полетит не в того сразу. А я его ваншотну. А у него бессмертие, кстати, есть. Вот это неприятно. Но... Главное, чтобы он не... Ой, хорош. Все, пока. Пока. Наказал вот этого вот скилловичка. Просто на характере. Не, ну это жестко, согласитесь. Так рано найти себе антимага, это очень жестко. Но, кстати, хочу сказать уважение и почтение чувачку, который играл через Темного Лорда. Он сыграл на супер необычной сборке. Вот прям на супер необычной сборке. Поэтому ему уважение и почтение. На самом деле красавчик чел, он даже мог бы занять и второе место, если бы там не было такого антимага. Ну что ж. Ну, либо на самом деле я бы пришел антимагу еще один разочек так жестко и просто бы ему напихал по самой не хочу. Ну что, добавить по игре мне просто и ничего больше. Игра получилась классная, комфортная. Я кайфанул. Давненько не играл на чем-то таком простом. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто вдруг не подписан. И на мой телеграм-канал тоже подписываемся. Не забываем, соответственно, что все ссылочки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!